Ну, такой наплыв, конечно, немножко великоват. Так, тут немножко деформируется, но потом мы все поправим. Вот начинает появляться такая, как выемка, да? Еще раз. Оно так. Ну, далее будем подпаивать молодые веточки, заполнять пустоты. Вот здесь пустота, например. Здесь можно подпаять коротенькую, тонкую, с дальнейшим разветвлением. Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео продолжаем изготавливать дерево из металла, которое может пригодиться нам для диорамы или для виньетки. И в прошлый раз мы создали крону, то есть ветки основные, которые формируют эту самую крону. Теперь нам необходимо будет изготовить ветки, которые будут заполнять эту самую крону. Диаметр основных веток в начале примерно 0,4 мм, а в конце 0,2 мм. Поэтому нам необходимо сделать ветки чуть тоньше, то есть меньше, чем 0,2 мм. К сожалению, у меня нет такой фильеры, которая позволит вытянуть, вернее, выволочить нужный нам диаметр. А нужный нам диаметр составляет 0,18 мм. Ну а выход есть. Можно путем растягивания проволоки и выкатывания получить нужный нам диаметр. Кстати, об этом методе на канале есть видео. Называется оно «Растягиваем медную проволоку». Заходите, посмотрите. Очень интересный материал, на мой взгляд, и полезный. А сейчас мы просто эту самую технологию возьмем и применим. Итак, у нас есть проволока диаметром 0,2 мм. Это катушка, так вы видите. И тут есть на проволоке лаковое покрытие, от которого нам нужно избавиться, естественно. Ну и давайте этим и займемся. Получить мы должны из 0,2 0,18. Ну, сколько по длине возьмем? Ну, давайте вот в эту линейку впишемся, в длину линейки, да? О, вот так пусть будет. Запустили нашу горелку. И начинаем отжиг одновременно. И избавляемся от лакового покрытия. Вот видите, как оно сгорает. Что нам, собственно, и нужно. Это покраснение необходимо прогнать по всей длине. Попасть же надо еще, да? О, попали. Важно не пережечь, потому что проволока просто-напросто расплавится и порвется, как вы понимаете. Так, это есть. Откусим. Теперь необходимо доотжечь кончики, да? Потому что крокодильчик не дал отжигу осуществиться. Ну, мы его, кстати, вот переплавил. Видите, шарик получился. Поэтому нужно аккуратно. Уберем немножко пламя. Далее, этот шарик нужно, конечно, откусить. Теперь необходимо зажать два конца и тянуть, как вы понимаете, в противоположных
направлениях. Проще всего, конечно, взять плоскогубцы. Зажать, зажать и потянуть. Но плоскогубцы, они все-таки тяжеловаты. И чувствовать вот момент растяжения рукой будет сложно. Ну как? Чувствительность будет не такой, как если взять, например, цангу простую. Вот такую. И зажимать проволоку вот между губок. Потому что минимальной возможности цанги может не хватить для того, чтобы зажать такую тонкую проволоку. Давайте попробуем. Плотно так закрутили. Хорошо. Прихватываем. И начинаем тянуть. Могу рекомендовать вам тянуть левой рукой, если вы правша. Если вы левша, правой, потому что у правши левая рука чувствительней. Порвать можно запросто. Аккуратненько, не спеша, без рывков. То есть правая рука просто фиксирует, держа плоскогубцы, а левая тянет по чуть-чуть. О, вот оно, растягивается. Еще раз повторюсь, без рывков. Вы почувствуете, как вот проволока просто-напросто, как резина растягивается. Да? Вот все, хватит. Потому что дальше уже туго начинает идти. Ну, если здесь порвется отрезок, ничего страшного нет. А если вам, например, нужно получить цельную такую длину, да, то, конечно, разрыв будет плохо. Ну, вообще-то ничего сложного. Отожгли, потянули, отожгли, растянули. Таким образом, проволока будет становиться тоньше. И в конце концов получится у нас нужный нам диаметр 0,18 миллиметра. Продолжаем. Все, хватит. Хватит. Все, хватит. Вот чувствуется, что не идет. И ладно. И ладно. Помним о том, что самая высокая температура у факела находится на его кончике. Поэтому работаем кончиком факела, естественно. Угу. Опа. А где порвалось? Здесь, да? Ну ладно. Кстати говоря, нужно, хватит, все, хватит, не будем. Кстати говоря, необходимо заметить, что при растягивании поверхность проволоки становится рыхлой. Вот вы можете видеть вот здесь эти участки. Ну, то есть не гладкой. Ну, для имитации веток, может быть, это и неплохо. А вот если вам нужно получить все-таки какую-то антенну, то она должна быть все-таки ровной, гладкой. Для этого есть метод выкатывания. Вот давайте его сейчас и попробуем. Одна пластина, вторая пластина, стальные. И выкладываем нашу проволоку. Необходимо применить силу. Ну, без фанатизма, конечно. Но все-таки вот приложить руку, да, и покатать. Так это упереться нужно, да. Угу. Есть, да. Посмотрим.
Ну да, чуть лучше стало, кстати. Чуть лучше. О, у нас 18 сотых. Ха-ха. Ага, ну я же сказал, да. Ладно, ничего страшного. Взяли здесь, тянем. Ага, и здесь порвалось. Ты смотри. Ладно. Тогда потянем здесь. А тут идет. Все, больше не хочет. Ладно. О, это тянется. Да, туда же, как говорится, в использовании, да? Так, ну давай. О, прекрасно. 18 сотых. То, что нам и было нужно по факту. У нас получилась вот такая красота, которая потом станет ветками. Ну, на конус мы катать не будем, как основные ветки, естественно, это нет смысла никакого. Остается одно. Повторить энное количество раз эти все манипуляции, чтобы набрать нужное количество. После определенного количества циклов, скажем так, можно вот столько вот веточек сделать. Да. 18 сотых миллиметра. Я думаю, их хватит для нашей с вами цели. Останется, значит, будет про запас. Дальше же нам необходимо изготовить еще одни ветки. Хворост у нас, металлический хворост у нас получился. Которые будут крепиться вот к этим дополнительным веткам. И которые будут создавать вот это вот самое тонкое наполнение кроны. Ну вот у нас есть проволока. Сейчас это в сторонку. Еще тоньше. Диаметр которой составляет 12 сотых миллиметра. Без лака будет чуть тоньше. Ну что ж, давайте приступим к той же процедуре. Единственное, что мы не будем тянуть, а просто отожжем, уберем лак и тоже подготовим такой, как я уже сказал, хворост металлический. Давайте приступим. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Проволока очень тонкая, поэтому максимальная осторожность нужна. Тихо-тихо.
неплохо, скажем так. Конечно, пирожок, но отрезок годится, и ладно. Ладно, 8 сделаем, не хватит. Сделаем 8. Так, готово. 8 заготовок диаметром 12 сотых у нас есть. И энное количество заготовок диаметром 18 сотых миллиметра. Дальше необходимо осуществить процесс отбеливания. Ну, то есть, чтобы избавиться от окалины, которая находится на поверхности. Ну и чтобы медь стала чистой для дальнейших, так сказать, манипуляций с нею. В вышеупомянутом видео для этих целей применялась серная кислота. Опасный химикат, во-первых. Во-вторых, в нашей стране продажа, например, серной кислоты или соляной кислоты запрещены физическим лицам. Ну, то есть, я как гражданин не могу прийти в магазин и сказать: продайте мне просто там кислоты 100 грамм серной. Они скажут: мы не можем, не имеем права. Уголовная статья. Или административная. Ну, какая разница? Это, естественно, усложняет жизнь моделисту. Вот. И на просторах Ютуба, а также в комментариях одного из пользователей была интересная идея. Попробуйте воспользоваться лимонной кислотой. Вот она перед вами. В чем ее прелесть? Ну, во-первых, в доступности. В любом супермаркете продовольственном, например, вы можете купить эту самую лимонную кислоту. Дешевизна. И, естественно, она не такая опасна, как серная кислота. Однако есть особенность. Необходимо составить раствор из расчета 200 грамм воды и 25 грамм лимонной кислоты. Но это не все. Нужно будет кипятить этот самый раствор. Ну, то есть он закипел, туда мы погрузим вот наши заготовки и посмотрим, что получится. Для этого нам необходимо пройти к газовой плите, ну, что мы, собственно, сейчас с вами и сделаем. Пошли. Итак, у нас кружка из нержавеющей стали. Вот вы можете видеть. Можно также применять керамическую посуду, эмалированную или огнеупорное стекло. Алюминий, насколько я помню, нежелательно, потому что он может взаимодействовать с лимонной кислотой. В кружке 200 мл воды добавляем 25 грамм лимонной кислоты. То есть полностью вся пачка ушла. Размешаем, поможем, так сказать, растворению. Огонь, как вы понимаете, уже горит под сосудом, скажем так. В общей сложности вроде как растворилось. Ну и накроем крышечкой для ускорения, так сказать, процесса закипания. Нужно будет подождать. Ну, судя по звуку, вроде как, ага, кипит. Хорошо. Ну, давайте бросим туда, так сказать. Погрузим наши заготовки. Не будем и пинцетом здесь. Ага, не помещается. Такие длинные, с ума сойти. О, погрузилось все у нас. Так, все в растворе, да? Хорошо. Прошло примерно минуты 3. И можно видеть, что медь стала чистой. Ха-ха. Ну, то есть, как бы оно получилось, да? Перемешаем немножко. Да, чистая медь.
А калина ушла. Замечательно. Просто замечательно. Хорошо, убавим немножко огонь. Сольем раствор. Промоем в воде. А потом в чистой воде прокипятим еще немного. Ну, чтобы убрать остатки кислоты. Все-таки это нехорошо, если она останется на поверхности. Давайте так и сделаем. Итак, чистая вода. Добавим огня. Накроем крышечкой для ускорения, так сказать, процесса. Ну и подождем. Ну так вот нормально. Пусть покипит. Нет, надо помешать, наверное, все-таки, да? Ну, помешаем. Чего, собственно, нет. О, красота какая. Кислотный суп с медным спагетти. Нормально. Новый рецепт моделиста. Пусть покипит. Ну, пожалуй, хватит, наверное, да? Да. Выключаем газ. Опа. Собственно, далее сольем воду. Все это пусть просохнет. Прямо сольем воду, сполоснем на всякий случай. Потом это просохнет все в кружке. И посмотрим поближе на получившийся результат. Для этого нам необходимо пройти на наше, так сказать, основное рабочее место. В общей сложности все просохло. Из сосуда сейчас все изымем. Звенит. Хорошо. Ну, сразу же на первый взгляд видно, что метод работает. И вы тоже можете это видеть. Потому что окалина ушла. Да, и мы видим хорошую такую чистую медную проволоку. А нам дальше светит зачистка всего этого дела. Ну что здесь, собственно? Ничего такого сложного. Берется резинка Kohinoor. Вернее, вы видите остатки, кусочки. Вот. Обыкновенная резинка, которая продается в любом канцелярском магазине. В любом. Ну, даже в любом супермаркете можно найти. Но вот так это выглядит. Вот другой кусочек. Kohinoor, видите, пишется. Это просто побольше, поудобнее. Теперь нам какая-то жесткая плоскость нужна. Прижали. И вот так вот резинкой трем. Сразу можно видеть, что заблестела наша медь. Что нам, собственно, и нужно. Да. Опять же, процесс длительный, нудноватый. Но что поделаешь, что не поделаешь. Обратите внимание, все-таки есть разница, да? Вот. Не чищенная, скажем так, а вот чищенная. Это нужно сделать обязательно. Справились в общей сложности. Но пока самые тонкие ветки трогать мы не будем, потому что нам необходимо вычислить их длину. Поэтому то же самое проделаем позже. Пусть пока у нас полежат, подождут своего часа. Далее наведем порядок на рабочем месте и займемся лужением этих самых заготовок. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan работает по почте с 1995 года. Представляет на своих страницах
40 тысяч наименований, в том числе новинки, на которые можно оформить предзаказ. Интересным предложением магазина является услуга «Личный склад», которая предоставляет возможность хранить покупки и получить приобретенное одной посылкой. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей моделей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу Igmar TV Scale Models. Лудить наши заготовки мы будем без паяльника, его тут нет, а воспользуемся такой волшебной жидкостью, которая называется жидкое олово. Вот оно перед вами. В чем суть процесса? А процесс заключается в химическом осаждении металла на металл. И нужно заметить, что данный раствор работает только лишь с медью. С другими металлами он не взаимодействует. Мало того, он имеет так называемую буферность. Ну, то есть он не вечный. Сколько квадратных там дециметров обработать в данном объеме, я не помню. Но в любом случае, если вы используете не весь объем, да, а часть, то та часть, которая поработала, ее необходимо перелить в другой сосуд. Ну, чтобы рабочий раствор не смешивался со свежим. Ну, а мы, собственно, давайте попробуем. Кювета. Непосредственно ванночка, куда будем заливать раствор. Ну и сейчас посмотрим, что нам, так сказать, выдаст данное жидкое олово. Наливаем аккуратно. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Ага, ну нам не понадобится другой сосуд, потому что будем использовать весь раствор. Ну и хорошо. Ну и ладно, ну и замечательно, почему бы и нет. Так, погружаем, что ли? Сколько по времени, не знаю. В инструкции пишется там от 5 секунд до 45 секунд. Ну, что-то я не вижу, что прямо оно прям так вот рвануло, так сказать, работать, да? Посмотрим. Нужно помешивать, потому что, ой-ой-ой, должна быть циркуляция раствора. А не работает. О, работает. О, замечательно. Поэтому важна была хорошая очистка поверхности заготовок, то есть меди. Ну, быстро относительно. А ну. Так, не вижу ничего. Сейчас посмотрим ближе. Ну, давай. Работай. Глянем. Вроде неплохо получается. Все, я думаю, хватит. Ну, видите, прошло не так много времени. Хороший раствор, свежий. Переложим в нашу, так сказать, круженцию. Да, потому что после процесса необходимо хорошенечко промыть в проточной воде. Ай-яй-яй. Ну, естественно, это останется за кадром, потому что, ну, как промывать, показывать промывку, это ж, ого, несерьезно, да? Ладно, вроде все извлекли.
Сейчас перельем этот раствор обратно, пузыречек, промоем в проточной воде и вернемся к дальнейшему нашему процессу. Ну вот такая красота получилась. Давайте глянем вооруженным глазом, что ж там. Что ж там. Да, лужение вполне неплохое. В общем-то, все эти самые наши ветки готовы к пайке. Чем мы, собственно, дальше и займемся. Потому что нам необходимо сейчас, следующим этапом, вычислить длину этих самых веток, насколько они будут вот прикреплены ко всем остальным. К основным, вернее, скажем так. Ну, давайте этим и займемся, в общем-то.